Подо льдами Антарктиды нашли постройки, которым больше 12 тысяч лет, древнее любой известной цивилизации. Звучит как бред, но эти находки заставили ученых пересмотреть всю историю человечества. То, что скрывалось под многокилометровым льдом, кто-то очень старался стереть из нашей памяти. Началось все зимой 2021-го, когда международная группа геофизиков установила на станции в районе Земли Королевы МОД новый радар. Прибор умел просвечивать лед на глубину до 3 километров и рисовать карту того, что скрыто под ним. Задача была скучной и сугубо научной. Измерить толщину ледникового щита и найти подледные озера. Но на 4-е сутки работы оператор по имени Ларс Ханнинг заметил на экране нечто странное. Под 2 километрами льда радар показывал ровные линии. Не трещины, не хаотичные разломы породы, а прямые углы. Сетку. Что-то похожее на план города, если смотреть на него сверху. Ханнинг решил, что это сбой аппаратуры. Он перезагрузил систему, откалибровал датчики, прогнал сканирование заново. Линии никуда не дель. Более того, при повторном проходе радар зацепил еще несколько объектов. Крупные полости правильной геометрической формы, расположенные на равном расстоянии друг от друга. В природе лед и камень так себя не ведут. Прямые углы, и симметрия — это почерк того, кто строит осознанно. В лагере поначалу отнеслись к находке с иронией. Кто-то пошутил, что Ханнинг нашел затонувшую Атлантиду и теперь получит Нобеля. Но начальник экспедиции, глициолог с 30-летним стажем, шутить перестал, когда своими глазами увидел данные. Он молчал почти минуту, а потом велел никому не отправлять эти файлы наружу до тех пор, пока их не проверят. Через неделю образцы льда из аномальной зоны отправили на радиоуглеродный анализ в лабораторию в Копенгагене. И тогда всплыла цифра, от которой у всех похолодело внутри. Лед, накрывший эти постройки сверху, формировался не 1000 лет. А значит, то, что находилось под ним, было построено еще раньше, в эпоху, когда по всем учебникам человек только-только учился обтесывать камень. Но настоящая странность началась не с возраста находки. Она началась в тот момент, когда данные Ханнинга попытались повторно запросить. И выяснилось, что часть файлов со сервера станции уже кто-то удалил. Пропажу файлов заметил сам Ханнинг. Он вел резервные копии на отдельном диске крадения. Привычка, выработанная годами полевой работы, где техника выходит из строя постоянно. Когда основной архив на сервере станции оказался неполным, именно эти копии спасли данные. Ханнинг переписал их на 2 флеш-накопителя и один спрятал во внутренний карман куртки. С этого дня он перестал доверять серверу и стал вести дневник от руки. Начальник экспедиции запросил разрешение на пробное бурение. Ответа из головного офиса не было почти 3 недели. Необычно долго для проекта такого масштаба. Когда разрешение наконец пришло, оно сопровождалось странным условием. На станцию должны прибыть 2 наблюдателей от организации, которую в бумагах не назвали. Просто аббревиатура и подпись. Пока ждали бурения, геофизики продолжали сканировать. И то, что они находили, все меньше походило на случайность. Полости под льдом соединялись между собой длинными прямыми коридорами. Некоторые уходили вниз на сотни метров. В центре структуры радар зафиксировал объект, который выделялся плотностью. Будто там стояло что-то из металла или очень плотного камня. Размеры этого объекта поражали: почти 200 метров в поперечнике, идеально круглый. Ханнинг наложил карту находки на древние карты береговой линии Антарктиды. Те самые, что якобы существовали еще в 16 веке, до того, как материк официально открыт. И линии совпали. Постройки располагались ровно там, где на старых картах была изображена суша без ледяного покрова. Геолог экспедиции, женщина по имени Мария Соколова, выдвинула догадку, от которой самой стало не по себе. Если эти сооружения построены на открытой земле, а сейчас они под 2 километрами льда, значит, климат здесь изменился не постепенно за миллионы лет, а резко. Антарктида когда-то была теплой, и кто-то жил на ней, когда она еще зеленела. В учебниках это невозможно. Ледниковый щит формировался десятки миллионов лет, задолго до появления человека. Но радар показывал прямые углы, а прямые углы не растут сами по себе. За 2 дня до прибытия наблюдателей в лагерь ночью сел вертолет без опознавательных знаков. Из него вышли 3. На утро оказалось то, что бур, уже подготовленный к спуску, демонтирован, а его снова упаковали в ящик. На утро 3 приезжих собрали всех на общий сбор и объявили, что бурение отменяется по соображениям безопасности. Формулировка была расплывчатой. Что-то про нестабильность льда и риск обрушения полостей. Никто не поверил, но спорить с людьми, прилетевшими на вертолете без опознавательных знаков, никто не стал. Соколова не сдалась. Она вспомнила, что за месяц до этого, в 30 километрах от станции, у выхода скальной гряды, ветер сдул снег и обнажил участок древней морены. Тогда никто не придал этому значения. Теперь Соколова уговорила начальника отпустить ее туда с 2 коллегами. Официально за образцами породы для рутинного анализа. На гряде их ждала находка, которую не спрятали за завесой секретности только потому, что они еще не знали.
В обнажившейся породе торчал обработанный камень. Не осколок, не результат выветривания, а блок с ровными гранями и следами инструмента. Рядом лежали еще два таких же, подогнанных друг к другу без раствора, как в древний клад. Соколова сфотографировала все, что смогла, и взяла сколы на анализ. Один из коллег, копнув глубже под нижний блок, вытащил кусок обугленного дерева. Дерево. В месте, где деревья не росли миллионы лет, это означало, что здесь горел огонь. А огонь разводят руки. Да? Обратно они везли образцы, спрятав их в контейнеры для обычных проб грунта. Соколова уже понимала, если отдать находки наблюдателям, те исчезнут так же, как исчезли файлы с сервера. Поэтому дерево она передала Ханнингу, а тот упаковал его вместе со своим спрятанным накопителем. Вечером того же дня начальник экспедиции получил приказ свернуть работы и эвакуировать станцию в течение 48 часов. Причина – все та же безопасность. Оборудование велели оставить на месте, забрать только личные вещи и научные журналы, которые предварительно проверят наблюдатель. Ханнинг пересчитал в уме, сколько людей знает о находке напрямую. Их было 7. И один из этих 7 механик, который помогал грузить демонтированный бур, тем же вечером не вышел на улицу. Его палатка оказалась пуста, спальник свернут, а сам он будто растворился в белой темноте за периметром лагеря. Пропавшего механика искали всю ночь с прожекторами. Наблюдатели участвовать в поисках отказались. Сказали, что человек, скорее всего, ушел сам, не выдержав нагрузки, и что такое случается на зимовках. К утру его нашли в 2 километрах от лагеря, живого, но с обморожением рук и в состоянии, из которого невозможно было вытянуть внятного слова. Он повторял, что видел свет подо льдом. Настоящий свет, идущий изнутри трещины. Его эвакуировали первым же рейсом. Больше о нем в экспедиции никто ничего не слышал. Запросы коллег о его состоянии остались без ответа, а из списков участников проекта его фамилия позже исчезла, будто человека и не было. Эвакуация прошла быстро и жестко. Научные журналы у всех действительно изъяли на проверку и вернули только через полгода. С вырванными страницами за те недели, когда шло сканирование аномальной зоны. Ханнинг свое уберег, потому что вел параллельный дневник, о котором не сказал никому. Вернувшись в Европу, 7 ученых обнаружили, что говорить об увиденном не может никто. Не потому, что им запретили силой, а потому что каждый подписал соглашение о неразглашении при устройстве в проект стандартную бумагу, на которую тогда никто не обратил внимания. Теперь эта бумага превратилась в намордник. Нарушителю грозили не только суд и разорительные штрафы, но и полный конец карьеры. Соколова попробовала обойти запрет. Она отнесла свои образцы породы в независимую университетскую лабораторию, не называя, откуда они. Анализ подтвердил, следы обработки на камне искусственные, а обугленное дерево имеет возраст, который для этого региона попросту невозможен. Заведующий лабораторией заинтересовался и попросил больше материала. А через 3 дня позвонил и сухо сообщил, что результаты аннулированы из-за загрязнения образцов, и попросил Соколову больше к нему не обращаться. Голос у него при этом был как у человека, которому только что объяснили, что бывает с любопытными. Ханнинг понял, что действовать нужно иначе. Он начал искать тех, кто сталкивался с антарктическими аномалиями раньше. И выяснилось, что их станция была далеко не первой. Еще в середине 20 века к этому же участку материка снаряжали большую военную экспедицию. Вернулась она куда меньше составом, чем уходила. Та военная экспедиция 1947 года официально называлась исследовательской и погодной. Но снаряжена она была так, будто шла воевать. Боевые корабли, авианосец, тысячи людей, самолеты. И свернулась она внезапно, гораздо раньше срока, а материалы засекретили на десятилетия. Ханнинг раскопал рассекреченные обрывки отчетов и нашел там строки, от которых у него пересохло во рту. Пилоты описывали объекты, вылетавшие из-под льда. А один из офицеров в дневнике упоминал вход в скале и предупреждение, оставленное теми, кто был здесь до людей. Ханнинг сопоставил координаты той экспедиции с координатами своей станции. Они указывали на одну и ту же точку, на тот самый круглый металлический объект под 2 километрами льда. И тогда сложилась вся картина. Постройки подо льдом были не просто городом. Радар зафиксировал систему, устроенную осмысленно. Коридоры сходились к центральной камере, а на стенах, ближайших к поверхности полостей, сканирование показало ровные ряды одинаковых углублений, будто надписи или знаки, вырезанные в камне на много метров. Древние строители что-то оставили здесь намеренно. И судя по тому, как располагались сооружения Глобна, глубоко, это было не жилище, а хранилище. Или тюрьма. Соколова, изучив снимки этих знаков, заметила закономерность. Одни и те же символы повторялись у каждого входа и всегда еще на границе, у самого начала коридора, ведущего вглубь. Так метят не украшения, так метят опасно. Люди, 12 тысяч лет назад пережившие катастрофу, которая заморозила целый материк, оставили предупреждение будущим поколениям. То, что лежит внутри, лучше не трогать. Вот почему находку прятали с такой яростью. Дело было не в сенсации, способной переписать учебники истории. Ученые бы испугались не самого факта древней цивилизации. Они испугались того,
того, что эта цивилизация пыталась остановить, и того, что современная жажда открытий может это выпустить. Механик, который видел свет подо льдом и вернулся сломленным, увидел, судя по всему, что там внизу что-то еще живо. Ханнинг разложил перед собой все. Снимки радара, обугленное дерево, обрывки отчетов 47 года и собственный дневник. И понял, что держит в руках ту самую память, которую 12 тысяч лет старались стереть. Сначала сами древние строители, а потом и те, кто пришел после и все понял. Ханнинг решил, что молчать больше не станет. Он собрал все с Дения: сканы радара, фотографии обработанного камня, копию своего дневника и передал журналисту, учного много лет. Материал вышел скромной статьей, без громких заголовков, потому что доказать что-либо окончательно Ханнинг не мог. Сам объект оставался под 2 километрами льда, а образцы породы у Соколовой были лишь косвенным свидетельством. Реакция оказалась предсказуемой. Официальные структуры назвали данные радара артефактом обработки сигнала, обычными помехами, которые сложились в геометрические узоры. Копенгагенскую лабораторию, где делали первый анализ льда, реорганизовали, и ее архивы за нужные месяцы просто не сохранили. А самого Ханнинга объявили человеком, неверно истолковавшим научные данные. Но статью успели прочитать десятки тысяч людей до того, как ее начали методично опровергать. И несколько независимых исследователей запросили доступ к району Земли Королевы Мод для собственного сканирования. Все запросы отклонили. Официальная причина — экологическая охрана нетронутого участка ледника. Соколова ушла из большой науки и теперь преподает геологию в небольшом университете. Свои образцы породы она хранит дома, в обычном ящике письменного стола, и говорит, что однажды наука до них дозреет. Механик, видевший свет подо льдом, так и не был найден ни в одном официальном списке. Его фамилия исчезла отовсюду, кроме дневника Ханнинга. Сам Ханнинг сохранил тот флеш-накопитель, который когда-то спрятал во внутренний карман куртки на станции. Он сделал с него несколько копий и раздал их людям в разных странах. На случай, если однажды доступ к району снова откроют, и кто-то захочет проверить, что там на самом деле под 2 километрами льда. А ровно на том месте, где его радар нарисовал прямые углы и круглый металлический объект, теперь стоит запрет на любые работы, подписанные сразу несколькими государствами. Формально, ради сохранения девственной природы Антарктиды. На карте это просто закрытая зона, обведенная красной линией. Внутри нее ни одной научной станции, ни одного бура. Только 2 километра льда, тишина и то, что древние строители 12 тысяч лет назад очень старались оставить под замком.